Приветствую вас, друзья! У нас продолжение 18 серии ответов на вопросы. И мы также продолжаем разыгрывать призы наши. Сегодня вот такие щетки. Для того, чтобы получать приз, оставляем комментарий, подписываемся на канал и смотрим результаты через неделю в нашей группе ВКонтакте. Итак, что вы спрашиваете? Здравствуйте, что делать? Щенок Йорка 3,5 месяца, спрашивает Габи из Life. Вялая, мало играет, плохо кушает, но хорошо ходит в туалет. Что это может быть? Габи, надо мерить температуру. Если она до 39 градусов, значит собачка, скорее всего, здорова. Если она ходит в туалет, значит она что-то кушает. Может быть, ее кормит кто-то чем-то другим, а корм она есть не хочет. Проверьте всех членов семьи, задайте им вопросы, посветите в глаза лампой, ну и так далее. А если действительно собачка вялая, то надо к доктору ее показывать, нести, а не задавать такой вопрос, который нельзя ответить, к сожалению, в нашем видео. Ксения Юсупова спрашивает, можно ли стерилизовать кормящую кошку? Котятам месяца 3 недели, почти 2 месяца. Ксения, теоретически можно. Даже иногда, когда мы делаем кесарево сечение с удалением матки, какое-то время молоко еще вырабатывается, и кошка кормит. Это первое. Второе, уже котятам пора от кошки-то и заканчивать с кормлением, поэтому да, в целом можно. Здравствуйте, подскажите, что делать, если собака храпит? Спрашивает I Love Dog. Если собака может храпеть старая, возрастная, ничего не сделаете тут. И собака может храпеть так называемые брахицефальные породы, у которых укороченный нос. Опять же, ничего не сделаете. Если это нормальная морда у собаки стандартная, если это средний возраст какой-то, то надо, в общем, может быть, ее проверить. Может быть, какое-то образование или какое-то сужение ходов. Вот из этой области. Можно ли рожать мини-йорком? Кэт Даймонд и Ника Йорк спрашивает. Зависит от веса. Если это 1,5 килограмма, все может кончиться не очень хорошо. Если это 2,5, то, в общем, наверное, можно. Но, опять же, в каждой ситуации, даже при более крупной собачке, может пойти нехорошо процесс и понадобится кесарево сечение. К этому надо быть готовыми. Что делать, если собака лезет в мусорку? Даша Смайл спрашивает. Нужно мусорку убрать так, чтобы собака достать ее не могла. Или убрать ее под раковину, или куда-нибудь в другое место. Собака будет лезть, как там ее не ругай. Вот тут у нас ругается Алена Албанова, но она не говорит конкретику, что именно ей не понравилось. Для ветеринара непростительно и позорно допускать аж такие ошибки в содержании. Понятно, что вы не орнитолог, но можно хотя бы группу полистать и знакомиться с правилами. Алена. Даже когда я еще не была ветеринаром, а мне было, в общем, совсем немного лет, у меня прекрасно жили попугаи, размножались, ели все, что положено, и влажные корма, и мешанки, и какие-то там неимоверные совершенно блюда. И папа был у попугаев чех, который залетел в окно, даже с кольцом. И было это очень давно, примерно в 88 году, 87-м, 86-м. И были очень красивые попугаи, и не один раз. Вот. Поэтому, что конкретно вас смущает? Что вам не понравилось? Напишите. Вот. А так... В принципе, я в курсе. Вера Эйс. Вискас премиум. У меня кот от Вискаса умер. Вера, жаль, что с котом что-то случилось. Каким образом вы решили, что это от Вискаса? У вас есть заключение вскрытия патологоанатомического и дальше какие-то анализы на эту тему? Вряд ли. То, к чему относится конкретный корм в группе, да, эконом-премиум или суперпремиум, да, он так относится к этой группе. Мария Аверина спрашивает, что можно дать при цистите, как отучить собаку подбирать фекалии и прочую гадость земли.
Но как отучить подбирать, вопрос больше к кинологам и к дрессировщикам. В целом они рекомендуют обычно взять алюминиевую баночку, наполнить ее монетками, и кто-то там посторонний, вы идете с собакой, а он кидает около собаки, когда она пытается что-то схватить. В принципе, для средних собак это хватает по психике средних, я имею в виду, для собак сильно буйных и неудержимых иногда не очень хватает, там несколько раз так нужно сделать. А при цистите рекомендации одни: сдать мочу и назначиться каким-то препаратом, потому что не каждый препарат, который я порекомендую, он будет подходить конкретной собаке. Что делать, если у кота сухой нос? Вероника Мацити спрашивает. У кота, наверное, сухой нос, когда он спит, отдыхает. Он всегда будет сухой. Когда кот активен и бегает, он будет мокроватый. Я думаю, что надо волноваться, если кот не кушает, лежит грустный. Вот такие признаки. А у меня перед видео была реклама Вискаса, Дилярочка Ямаева. Дилярочка, а мне почему за это не платят? Вискас. Уважаемая компания Марс. Может быть, уже пора как-то что-то делать с этим? Катя Ложечка. А у меня кобель немецкой овчарки, 10 месяцев. Из полового органа выделяется жидкость желтого цвета, иногда капает на пол. Это нормально? Это бывает. Что значит нормально или нет? Собака от этого не умрет. Очень теоретически у нее может быть восходящая инфекция и начнется, например, цистит. Само заболевание, когда капает, это называется баланопастит, воспаление препуциального мешка. Если кобеля кастрировать, как правило, это заканчивается процесс. То есть воспаление начинается от того, что скапливается какие-то там... Клиника, добрый день. Смотря, что надо делать. А если там один глаз будет закрыт, и там скапливаются микробы, и можно промывать мироместином, хлоргексидином, скажем, в течение недели 2-3 раза в день. Заливать туда объем достаточно большой, порядка 20 мл или 10 несколько раз, 2-3 раза. И промывать таким образом. Немножко ситуация улучшится, но в целом кастрация нам поможет в этом деле. Вот тут Мария Аверина отвечает, Катя Ложечка, что их далматинцу 10-месячному доктор поставил диагноз цистит после того, как заметили кровь при мочеиспускании, но пес все равно вылизывается. Цистит – это если там, да, что-то было в анализе, и кровь тоже. А если крови нет, кобели, да, они вылизывают этот орган. Ирина Фролова. Можно ли присутствовать при стерилизации собаки? В общем, это право врача, пускать или нет, наверное. А зачем? Насколько вы уверены в себе, что вы не начнете падать около стола? Или если вы делаете дома стерилизацию, то вы можете попроситься, и я думаю, что вам разрешат. Но в целом врач себя лучше будет чувствовать, когда никто там на него, особенно владелец, не смотрит. Истина одна, 2013. Так, тут про котиков. Из приюта Муркош. Она говорит, надо всех взять. Я тоже считаю, что надо всех взять, кто не обелечен котиками. Однобоков. Здравствуйте, помогите. 2 месяца назад стерилизовали уличную собаку. Операция прошла без осложнений. И вдруг на днях обнаружили, что у собаки наступила течка. Видно набухшую петлю и выделение красного цвета. Ветеринар внятно пояснить ничего не может. Говорит, что не может быть такой, полностью удалить яичники с маткой. Теперь мы ломаем голову. Что делать? А где вы живете? Напишите нам где-нибудь, чтобы мы это увидели в группе ВКонтакте. Если это там какой-то населенный пункт вразумительный, где можно доехать до нормального УЗИ, то надо сделать УЗИ и посмотреть. Потому что не должно такого быть. Иногда оставляют яичники и удаляют матку. То есть она не может забеременеть, но такие вот признаки будут. Может быть, случайно часть удалили яичника, но опять же, это все не сразу возникает, это может быть со временем, через год, через 2 что-то там произойти. В общем, надо делать УЗИ брюшной полости. Ирина говорит, я добавляю в корм своей кошки БАД, сайхерба, лист черного ореха, профилактика паразитов. Это не вредно, но если этот препарат продается в зоомагазине, то не вредно. Зига Зага Channel. Здравствуйте, у меня нет собаки, родители не хотят. Пришла к вам с другого канала. Я знаю, что уже все дрессировки. И я круглая отличница.
Клево. Знаю, какой корм лучше, знаю витамины, у меня есть наличные. Так, собаки нет, мне сейчас 12. Может, вы мне поможете? Угу. Смотрите, где вы живете? Есть ли у вас там приют? Может быть, в приют, по-моему, с 14 или 16 лет, а так только с родителями или с каким-то старшим родственником, может быть, бабушка разрешит ходить вместе. То есть можно ходить выгуливать собак. Да, это прикольно. Там 1-2 раза в неделю, и собаки будут довольны, что с ними играют. И вам будет интересно. Ну, а так только уговаривать родителей. Вы можете у знакомых выгуливать собак домашних. Это тоже интересно. Это с ними можно играть, прыгать, скакать, там зависит от собаки. Дрессировать кого-то. Вот такие советы я могу дать. Можно ли заменить лосьон для промывки глаз, спрашивает Заютчик, каким-нибудь средством из человеческой аптеки. У нас кроме Барса ничего нет. Но он нам не подошел, у мопса глаза краснеют. У мопса, скорее всего, аллергия. У них очень часто бывают аллергии. Значит, глаза можно промывать и хлоргексидином 0,05%. Ну вот, как правило, да, если это медицинское средство. Попробуйте в течение 2-3 недель собаке подавать Зодок, Зертекликсизал, таблетка на 10 килограмм. Посмотрите, что будет с глазами. Миссис Медведева. У меня собака пекинес, 8,5 лет. Килограмм, 9 лет. Прививки делаем. Проблем в спине, в позвоночнике, междисковые позвонки изношены. Пьем преднизолон, колем B1 и B6, травматин, артрогликан кушаем. Обследовались. Даже компьютерную томографию. Нам говорили, что можно делать операцию, но это только в Питере, а мы из Тольятти. Не факт, что поможет. Очень жалко малыша. Боли непостоянные. 2 года назад. Как жить? Значит, операция показана, как правило, тогда, когда животное не может двигаться, когда у него не ходят задние ноги. Это называется парез, то есть сохранена чувствительность глубокая, а ноги волочатся за собакой. До этого момента в позвоночник не лазят даже людям. Вот. И если собака в целом двигается и периодически у нее бывает обострение, да, это нормально, так все живут, и люди так живут тоже. Поэтому запаситесь нестероидными средствами. Я не знаю, пьете ли вы все время преднизолон, и зачем все время. Но, скажем, когда и если у вас есть промежутки в гормоне, то вы можете в этот момент снимать обострение препаратом Привикокс. Прочитайте там дозировку, посчитайте вес собаки, и вполне от 5 до 10 дней, иногда даже до 2 недель, по инструкции вы можете его применять. Таня Миррорс. У меня самка волнистого попугая 4-5 лет, сгрызает пластиковую жердочку. Нормально ли это и что делать? Да, есть такие самки, у меня тоже пластмассоед самка. Она уже сгрызла все, что можно, но меняйте эту пластмассу, да еще добавляйте ей палочки с корой из чистых экологических мест, да, где-то там из полосы, около дороги не надо их ломать, и помыть надо обязательно. Их надо обновлять, то есть она с удовольствием съест эту всю кору и потом примется опять за пластмассу. И дальше можно по какие-то канатики ей сплести из каких-то веревок, это тоже вот будет отвлечение. Попугай развлекается так. Хомки Шоу. Здравствуйте, можно ли вас попросить снять видео о лысых собаках КХС? Я сама держу щенка. Теоретически можно нас попросить, только бы нам найти этих собак. Есть у нас одни на примете беспризорные такие собаки, которые живут у волонтеров на передержке. Их вот пристраивают. Лера Кошкина. Можно ли уже с 3 месяцев котенка приучать к мытью? Можно приучать, но не простудите его. Вообще кошек моют реже, чем собак, потому что они все-таки вылизываются сами. Александра Рей спрашивает. Кот кастрированный ел сухой китикет. Когда я уезжал, кот остался с родителями. Мама сказала, что коту не давать корм, так как после того, как кот поест, он начинает ходить в туалет каждую минуту. Писает по чуть-чуть и к лотку подходит. Сейчас перестали, на другой корм не можем перевести. К ветеринару пойти не можем. Почему не можем? Не ходите, сдайте мочу котам.
Сдайте мочу в человеческую поликлинику, договоритесь с кем-то знакомым. Если у вас какой-нибудь там маленький населенный пункт, все друг друга знают, все то же самое. Они посмотрят под микроскопом, определят соли, какое их там количество, они померяют pH, посмотрят лейкоциты, кровь и так далее. Возможно, у кота на каком-то фоне обостряется мочекаменная болезнь. Вот, дело будет в этом. Это были все вопросы, которые вы нам задавали. Спасибо, что смотрите. Пока.